Война. День 219. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. США объявили о очередном пакете военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов. Пакет включает 150 бронированных «Хамви», 150 тактических машин для буксировки оружия, 40 грузовиков и 80 прицепов, 2 радара против беспилотников, 20 многоцелевых радаров, финансирование обучения и 18 дополнительных систем «Хаймарс». Это больше, чем уже есть у Украины, и является довольно серьезным усилением. Любопытно, что последнее время количество ударов «Хаймарс» немного сократилось, так как все разведанные ранее цели уже уничтожены, а новые не так быстро обнаруживаются. Отсюда возникает вопрос: означает ли то, что дополнительные системы необходимы для увеличения плотности огня и использования данных РСЗО для ударов непосредственно по опорным пунктам и укреплениям, а не по тылу? Или же эти дополнительные «Хаймарс» будут использовать боеприпасы большей дальности, вынося склады боеприпасов и командные пункты в тылу? Напомню, что сейчас у Украины есть ракеты GMLRS М-30 и М-31, способные поражать цели на расстояние до 84 км. Но «Хаймерс» способны запускать еще и тактические ракеты «Атакамс» на расстояние от 140 до 300 км. И что-то мне подсказывает, что все же дополнительные 18 установок поставят не для продавливания фронта, учитывая высокую стоимость ракет. Восток. Плацдарм на левом берегу Оскола в районе Купянска растет в южном и восточном направлении, а вот объединение с небольшим плацдармом в районе Двуречной пока не произошло. По крайней мере, информации об этом нет. Южнее украинские войска продвигаются в сторону Боровой со стороны Лозового, освободив пески Радькивски. Нижняя Журавка и Подлиман, похоже, в серой зоне и оспариваются. Также поступают сообщения о боях восточнее Боровой. Возможно, там действуют украинские разведгруппы. Бои за Лиман продолжаются. Сейчас город находится в оперативном окружении, и безопасно выйти из него у россиян возможности нет. Единственный путь через Заречное под огневым контролем украинских сил. Севернее Новоселовка, Колодязи и Шандриголова уже заняты украинскими войсками. А сегодня утром появились кадры из освобожденного Ямполя на юге. Россияне же и вовсе сообщают, что украинцы достигли Торского, но кадров, подтверждающих это, пока нет. В любом случае, российские войска в Ямполе довольно в сложном положении. За Северским Донцом фронт медленно движется в сторону Лисичанска. При этом россияне южнее, как ни в чем не бывало, продолжают атаковать подступы Бахмута. Все с тем же результатом, как и на протяжении 3 прошедших месяцев. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без каких-либо изменений. Россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной колонии в Запорожской области, убив минимум 23 человека. Удар наносился ракетами С-300 в режиме «Земля-Земля». Также ракетами «Искандер» был совершен удар по Днепру. Там россияне убили мать, 2 детей и бабушку, а их пес остался жив и сидел на руинах, ожидая своих хозяев, которые уже никогда не вернутся. Еще одна ракета попала в автобусный парк, уничтожив минимум 50 автобусов. Юг. Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, Вознесенску и Кривому Рогу, в результате чего пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. На земле российские войска атаковали украинский плацдарм на левом берегу Ингульца, но оттеснить украинцев у них не вышло. Изменений на линии фронта не произошло. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим адекватным комментариям, лайкам, подписке и колокольчику.